to live my wicked ways. The damage done, there's nothing left to save. Так, друзья, всем привет. Закончили, решили доснимать сегодня вторую часть видео про покрышки Швальбы Марафон Винтер шипованные. Да, итак, друзья, ну вот как-то так выглядят дороги в пригороде Киева. Чуть присыпало снегом, чуть подтаяло. В целом такая картина у нас получается. Но тормоза работают чудесным образом. Шипы в этот тонкий слой льда вгрызаются хорошо. И в итоге все у нас получается как надо. Будем вспахивать целину. Я повторюсь, эти покрышки не для вспахивания целины. Эти покрышки больше для езды по городу. Для комфортной езды по зимнему городу. Где-то снег, где-то лед. И ко всему этому покрышки готовы. Когда начинаешь ехать быстрее, то ветерочек так хорошенько обдувает фейс. Да, я повторюсь, езда в контактах в тех местах, где бегает много собачек, это такая штука стрёмная. Кстати, видно хорошо лед. Слой льда на асфальте. Чудесная зимняя погода. Минус 3 градуса вроде как было в городе, за городом. Повторюсь, всегда чуть холоднее. Огромный плюс — это мало машин все-таки. Это не езда по трассе, там где... Так, это день освобождения Киева, когда тысячи, десятки тысяч людей пытаются то выехать, кто-то заехать в город, и в итоге пробори километровые, в которых часами надо стоять. И тут, как мы видим, все в замерзшем льду. Да. Скажите, а далеко до источника там? О, спасибо. Заодно и водички наберем. Было легкое переживание. Такой момент, ноги зафиксированы в контактах. При повороте руля сильном будет ли обувь цеплять крыло. То есть мы видим, велосипед не заносит, юзом он не идет. Блокируется переднее, заднее колесо. Тормозной путь что-то около
полуметра получается. То есть все как и летом на сухом асфальте. Скорости чуть увеличивается тормозной след, но нам даже не нужна рулетка. Тормозной путь абсолютно адекватно и позволяет реагировать. Где бы тут развернуться, так чтобы не навернуться, да? Как-то так вот выглядит типичная зима для Киева. Как мы видим, зимний лес не настолько и зимний. Нужны ли нам тут покрышки с агрессивным протектором? Первый момент очень важный, я считаю, для блогерского видео. Эти покрышки мне не занесли друзья. Никто не просил снимать на них обзор. Я их купил за свои деньги. И я на них езжу каждый день. На работу и по городу. И за город. Поэтому обзор будет максимально честным. То есть то, что сегодня покрытие под Киевом. Легкий снег, легкий лед, замерзший грунт, опавшие листья. Каши нету, поэтому мы все видим, что агрессивный протектор с шипами или без, он тут не нужен в принципе. Потому что земля твердая и это просто лишнее. А протектор, который позволяет, сейчас вы видите, ездить по такому покрытию без усилий. Попросил один подписчик, то есть пару раз я притормозил по льду на асфальте, по снегу. То есть тормозной путь там, грубо говоря, в районе метра на скорости около 30 км в час. Я думаю, что это идеальный тормозной путь. Я уже говорил в первой части, то есть эти покрышки тяжелее, поэтому ехать на них, наверное, тоже тяжелее. Но мы с вами не участники ультрамарафонов в данный момент времени. Вот, поэтому заморачиваться насчет лишних пары сотен грамм мы сейчас не будем. Покрышки весят почти на 500 грамм больше каждая. То есть в сумме мы добавили к массе велосипеда снаряженного плюс килограмм. Вот, но это все ерунда, потому что на самом деле налипает какой-то снег, что-то происходит. Это все чепуха. Это не влияет. Если вы в контактной обуви, вот я уже могу точно сказать, то вы перекрываете все эти маленькие недостатки с весом, с покрытием, со всей ерундой. Что еще могу добавить? Я катаюсь, естественно, с крыльями. Крылья быстросъемные, СКС. Вы их знаете по обзорам других блогеров. Изначально я их брал, потому что они хороши. Они перекрывают полностью ширину покрышки. Вот, они быстросъемные, но по факту я их одел, по-моему, летом перед поездкой в Карпаты. И с тех пор вроде бы и не снимал, просто потому что лень. Вот, поэтому сказать, что быстросъемный важный фактор, да, но нет. На самом деле, подведя итоги, покрышки чудесные для городского режима. Они закрывают все потребности. Они хорошо тормозят, они едут по снегу, едут по грунту, по каким-то этим легкому бездорожью. Снежной каши мы тут не нашли, поэтому не можем сказать как. Я думаю, вы это посмотрите у других известных блогеров, которые
которые на гревел одевают колеса для МТБ. Ну, на самом деле, было бы честно сказать зрителям, что эти колеса не для гревела, потому что гревел, в принципе, не для покорения каких-то говен. Вот, это спортивный велосипед, на котором комфортно ездить по легкому бездорожью и по городу. Вот и вся история. Но сейчас не об этом, конечно. Да, покрышка, я повторюсь, это производство Schwalbe. Производитель заявляет, что шипов хватает что-то около 2000 километров. 2000 километров для нормального катания, это, грубо говоря, вы одну зиму прокатаете без проблем, без потерь. В дальнейшем шипы, скорее всего, начнут выпадать, пока что этого не происходит. Покупается специальный инструмент недорогой, покупается комплект шипов, и дома вы себе запихиваете остальные шипы выпавшие. И эта история вас вообще не парит. Что еще хочу сказать, что если зима без снега, но морозная, конечно, я буду катать на вот этой резине, потому что, я не знаю, как где, в Киеве часто бывает, уехал на работу, было сухо и светло, возвращаешься с работы, прошел ледяной дождь, все во льду, все в снегу, буря какая-то снежная прошлась, и все, и коллапс. Поэтому, конечно, при морозах я буду катать на такой резине, да, с шипами. Вот. В идеале, конечно, иметь запасной вилсет, чтобы, когда температура держится в плюсовом диапазоне, грубо говоря, там плюс 7, плюс 10, как это было вчера у нас, чтобы можно было быстро заменить покрышки и поехать куда-то катнуть. Вот. Как-то так. Поэтому, да, такие покрышки можно и нужно покупать, это безопасно. И все вот эти рассказы велосипедистов о том, что я катаю на летней, я катаю на шипов, на какой-то там для грунтов, для чего-то еще. Это все чаще всего рассказывают автомобилисты, которые, как мы знаем, менее сознательны, чем велосипедисты. Вот они любят рассказывать, что я еще прокачусь на летней, я в порядке, и машина в порядке, и все будет хорошо. А потом начинаются слеты любителей летней резины. Вот, и велосипедисты доказывают, что это же велосипед, кого я могу тут убить. Я вот объяснял одному, что если ты едешь по городу по велодорожке какой-нибудь, а в Киеве половина велодорожек у нас совмещенная с пешеходными, то в случае экстренного торможения вы легко можете влететь в пешехода, легко можете влететь в маму с коляской, которая оказалась не там, где надо, как у нас это любят. Вот. И последствия будут очень плачевными, на самом деле, потому что масса велосипедистов с велосипедом может наделать беды. Поэтому да, пришла зима, температура опустилась ниже там 0 или +1, или с утра заморозки, днем оттепель, меняем резину и катаемся в безопасности для себя и для окружающих. Это важно. Поэтому, друзья, чудесная погода для катания. Прям недалеко, пару километров от города, чудесная природа, мало людей, мало машин. Дорожки грунтовые позволяют кататься и получать удовольствие, поэтому сезон у нас никогда не заканчивается. Вот. Мы продолжаем кататься. А как вы знаете, мы снимаем в дождь, в снег, град, мороз, солнце, в любую погоду на нашем канале. Самые правдивые видео с самыми правдивыми эмоциями вы можете наблюдать. До новых встреч! To mend my wicked ways. The damage done, there's nothing left to say.